Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания! Я стояла в подсобке ресторана и смотрела на пионы. Пионы были красивые, я их сама выбирала. Я Вера, свадебный организатор. Лучший в Женеве, если верить отзывам на моем сайте, который я сама и написала. А если не верить, то хотя бы самый выносливый. Потому что за последние 7 лет я организовала 312 свадеб. Я считала. Каждый раз, когда мне хотелось плакать, я открывала свой список и добавляла единичку. Получалось что-то вроде терапевтического самобичевания, только в цифрах. Моя клиентка сегодня Дарья. 25 лет, глаза светятся, платье за 18 тысяч франков, жених Поль. Красивый, высокий, идеальная пара. Идеальный банкет на 120 человек. С морепродуктами, живым квартетом и десертом в форме лебедя. Идеально было до тех пор, пока за час до церемонии жених не подошел ко мне и не сказал: «Вера, мне нужно вам кое-что сказать». «Поль», — ответила я, — «у вас через час церемония. Что бы это ни было, это может подождать». «Нет, не может. Я люблю не Дашу». «А кого вы любите, Поль?» «Ее подругу Марию». Я закрыла глаза, открыла. Поль стоял на том же месте, к сожалению. «Поль, Марию? Подругу невесты, которая сейчас, вероятно, поправляет Даше фату?» «Да». «И вы решили сообщить мне это за час до церемонии?» «Я не мог раньше, я только сейчас понял». «Поль, вы понимаете, что фура с морепродуктами уже разгружается? Вы понимаете, что квартет уже настроил скрипки? Что лебедь из безе, он не переделывается?» Поль выглядел так, будто ему было стыдно. Немного. Не настолько, насколько должно быть, но все-таки. «И что вы хотите от меня?» «Я не знаю. Вы же организатор. Может, как-то...» «Как-то? Прекрасно. Вы мне принесли катастрофу, а я должна ее как-то организовать». «Ну да». Я вздохнула, пошла к Даше, посмотрела на нее, сияющую, счастливую. Потом пошла к Марии. Мария стояла у зеркала и поправляла заколку. Она была бледная. «Мария», — сказала я, — «Поль тебя любит». Мария выронила заколку. «И нет», — добавила я не шучу. И я не знаю, что с этим делать. Но если ты его тоже любишь, скажи сейчас, потому что потом будет поздно. А я не хочу организовывать свадьбу, на которой жених целует не невесту, а подружку. И это видит 120 человек, включая бабушку невесты, у которой слабое сердце». Мария побледнела еще больше, потом покраснела, потом сказала: «Люблю». «Просто прекрасно», — ответила я и пошла переделывать свадьбу. За час. Что я сделала? Я отменила церемонию. Не свадьбу, церемонию. Банкет оставила, еда оплачена, гости приехали. Лебедь не виноват. Объявила через распорядителя, не сама. Я не самоубийца. Что жених и невеста решили отложить обмен кольцами по личным обстоятельствам. А банкет превратила в вечеринку празднования помолвки. Дарья, надо отдать ей должное, восприняла новость удивительно достойно. Поплакала, потом сказала: «Если он меня не любит, зачем он мне нужен?» И пошла танцевать с лучшим другом жениха, который, как выяснилось, был влюблен в нее. К концу вечера Дарья и лучший друг Поля обнимались в углу. Поль и Мария в другом углу, а я стояла в подсобке и смотрела на розовые пионы. Невестин букет. Я забыла вынести его. Он так и остался в ведре с водой. Я взяла его в руки, поднесла к лицу. Пахло печально. «Ну вот», — сказала я вслух, — «опять чужое счастье под ключ. Опять не мое». В кармане завибрировал телефон. «Мама». «Верочка, как дела, доченька?» «Отлично, мама. Я только что развела жениха с невестой за час до свадьбы». «Что? Вера, ты что там творишь?» «Шучу, мам, все нормально». Свадьба прошла успешно. «А ты? Когда у тебя будет свадьба?» «Мам, мне 29, не 79. У меня еще есть время». «В твои годы я уже...» «Ну да, родила меня и вышла замуж, я знаю.
Я слышала эту историю 400 раз. И чего ты ждешь? Жду, мам, когда найду человека, который не сообщит мне за час до свадьбы, что любит мою подругу. Вера, ты уже старая дева. Мам, старая дева — это из 19 века. Мы живем в 21-м. Домой я приехала к полуночи. Квартира однокомнатная. Была не моя, а арендована. Но за 7 лет я ее так обставила, что хозяйка уже и не помнит, где ее мебель, а где моя. Стеллажи до потолка, рамки с фотографиями чужих свадеб, кухня, на которой я готовлю раз в неделю, и то по ошибке, и кровать, большая, с 2 подушками, хотя мне нужна одна, а вторая для Бориса, моего кота, который спит только на ней и ни на чем другом. Я упала на кровать, не раздеваясь. «Борис», — сказала я организую чужое счастье. Я делаю это хорошо. Я делаю это лучше всех. Но я устала». Борис ничего не ответил. Он был котом. Я закрыла глаза, но не заснула, потому что перед сном у меня был ритуал. Он был прост. Я открывала книгу. Не любую, конкретную. «Граф де Морен» или «Сердце мятежное». Граф де Морен. 28 лет. Красавец, циник, владелец поместья где-то во французской провинции в XVIII веке. Жена изменила ему и сбежала. Граф разочаровался в женщинах, заперся в поместье и стал вести жизнь мрачного, неотразимого затворника. Я перечитывала эту книгу 200 раз. Каждый раз, когда мне было плохо, я ее открывала. Каждый раз, когда хотелось плакать, открывала. Каждый раз, когда очередной клиент говорил: «Вы организовали нам лучшую свадьбу, спасибо. А вам лично кто-то сказал, что вы тоже заслуживаете счастья?» Я открывала. Ответ на последний вопрос нет. Никто не говорил, но я не жаловалась. Я просто открывала книгу. Страница 120. Моя любимая. Граф говорит героине, дочери соседа маркиза, которая приехала в поместье с визитом и которой он не рад. «Вы невыносимы, мадемуазель. Вы врываетесь в мой дом, в мои мысли. Вы разговариваете, когда я молчу. Вы смеетесь, когда я сердит. Это хуже всего. Вы заставляете меня хотеть, чтобы вы остались. А я не хочу, чтобы кто-то оставался. Никогда». И потом он ее целует. 200 раз я читала про этот поцелуй. И каждый раз думала: ну почему в жизни так не бывает? Почему в жизни мужчина не говорит «вы невыносимы» и не целует, а говорит «я люблю твою подругу» и уходит? Впрочем, в жизни вообще много чего не бывает. Например, графов. В 21 веке их нет. Есть менеджеры, программисты, аналитики. Красавцы-циники встречаются, но они, как правило, любят себя, а не подругу невесты. Я открыла книгу на странице 120, перечитала, поднесла к лицу. Она пахла бумагой, клеем и чем-то еще, может, запахом чужого счастья. Если бы счастье пахло, оно пахло бы именно так, старой бумагой и невозможным. «Борис», — сказала я, — «вот бы встретить такого графа». Борис спал, ему было все равно. «Нет, серьезно, вот бы взять и, я не знаю, перенестись туда к нему, чтобы он мне сказал: «Вы невыносимы, мадемуазель», а я бы ему ответила: «А вы, граф, зануда», и мы бы...» Я не договорила. Глаза закрылись, книга шлепнулась мне на грудь, открытая на странице 120. Я заснула. Первое, что я почувствовала — запах. Не мой. В моей квартире пахнет кофе, Борисом, а здесь пахло деревом, тканью, чем-то тяжелым. Второе — одеяло. Мое одеяло синтетическое, легкое. Это одеяло было тяжелым, шерстяным. Третье — кровать. Моя кровать стандартная, полуторка, скрипит, если повернуться. А эта кровать была огромной, и она не скрипела. Она гудела, как старая мебель, которая помнит слишком многое. Я открыла глаза. Села. Голова закружилась, и я схватилась за столб. Резной, деревянный, с какими-то завитушками. Кровать с балдахином на 4 столбах. Покрывало темное, бархатное.
Подушки не мои, большие. Я повернула голову. Рядом спал мужчина. Я не дышала, я просто смотрела, потому что я его знала. Знала так, как знаешь человека, которого видела 200 раз. Только не видела, а читала. Лоран де Морен, граф. Лицо то же самое, острое, с высокими скулами, темные волосы, разметавшиеся по подушке, упрямый подбородок, нос с горбинкой и шрам тонкий, почти невидимый на левой брови. Я медленно подняла одеяло и посмотрела на себя. На мне была моя футболка с надписью «Я организовала чужую свадьбу», а получила что? Правильно, ничего. И мои шорты с мишками. Все мое, но в чужой кровати. Так, ладно, спокойно. Это сон. Очередной сон, после которого я проснусь в своей квартире. Борис сядет мне на грудь, а я пойду на работу. Нормальный вторник, нормальная жизнь. Я зажмурилась, открыла глаза. Граф спал рядом. Балдахин висел над головой. Комната огромная, с камином. Это не сон, потому что во сне не бывает запахов. А здесь пахло лавандой, деревом, камином и чем-то еще. Я начала дрожать не от холода, а от осознания. Я лежала в кровати книжного персонажа в 1786 году во Франции в шортах с мишками. Граф пошевелился. Я застыла, он открыл глаза. Серые, как я и знала, как было написано на странице 12. Глаза цвета зимнего неба. Зимнее небо — это, конечно, поэтично, но на практике глаза были серые, холодные и сейчас совершенно ошарашенные. Он смотрел на меня, я смотрела на него. Потом он сел, резко как подброшенный. Одеяло упало. На нем была ночная рубашка, длинная до колен. Ну, хотя бы одет. «Кто вы?» — сказал он. «Кто вы, черт возьми, и почему вы в моей кровати?» Он говорил по-французски, но я его понимала. Как, не знаю. Может, это было частью попаданства, может, мозг переводил автоматически, а может, я просто сошла с ума, и все, что происходит, галлюцинация, но я его понимала. Это нормально, нормально. Ничего не было нормально. Начала я и поняла, что не знаю, что сказать, потому что правду нельзя. Я заснула с книгой и попала к вам. Это звучит так, будто мне нужна не кровать, а мягкая комната. Я случайно. Случайно? В моем доме? В моей постели? Вы, мадемуазель, случайны, как наводнение. Спасибо за сравнение, ответила я. Я задал вопрос, сказал граф. Он встал с кровати, высокий. Ночная рубашка была ему до колен. А ноги голые, загорелые. Я не должна была этого замечать, но я заметила. «Кто вы?» «Вера», — сказала я. «Вера Ледова». «Ледова? Это что, русская фамилия?» «Да». «Русская в моем доме в Провансе в 1786 году?» «Знаю», — сказала я. «Звучит странно». «Звучит невозможно». «Но я здесь». «Это я вижу. Вопрос как?» «Я не знаю», — сказала я. «Я правда не знаю». Он смотрел на меня долго. Серые глаза холодные, внимательные и где-то очень глубоко растерянные. Он сам растерян, просто не привык это показывать. «Жан!» — крикнул он, не поворачиваясь. Дверь открылась, вошел мужчина. Невысокий, жилистый, с лицом, на котором было написано «Я служу этому человеку много лет и ничему уже не удивляюсь». «Месье?» «Жан, скажи мне, что эта женщина прошла через дверь». Жан посмотрел на меня, на мои шорты с мишками, вернулся взглядом к графу. «Нет, месье, дверь была заперта. Окно тоже, месье. Значит, она появилась из ниоткуда, месье». Жан произнес это с таким спокойствием, будто женщины появлялись в спальне графа каждую неделю. «Как обычно». Граф повернулся к нему. «Как обычно? Жан, у меня в постели женщина, незнакомая, в странной одежде.
Это не как обычно». «Как скажете, месье». Жан поклонился и вышел. Дверь закрылась. Граф повернулся ко мне. «Вы голодны?» «Что?» «Вы ели сегодня?» «Я? Нет, не помню. Я заснула и...» «И появились в моей постели». «Да». «И вы не знаете как?» «Нет». «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» «Я хочу, чтобы вы мне помогли», — сказала я. И сама удивилась, как это прозвучало. Тихо, честно, без сарказма. Граф, видимо, тоже удивился, потому что его лицо дрогнуло на секунду, а потом снова застыло. «Помочь вам? Мадемуазель, я не знаю, кто вы, откуда, не знаю, почему вы в моей постели, и вы хотите, чтобы я вам помог?» «Да». «Почему?» «Потому что у вас лицо человека, который не бросит другого в беде». Он моргнул. «У вас очень странное представление о моем лице». «Я знаю ваше лицо», — сказала я и тут же прикусила язык. «Знаете мое лицо?» «Я читала о вас в книге». Тишина. Длинная, как коридор. «В книге?» — повторил он. «Вы читали обо мне в книге?» «Да». «И что там написано?» «Что вы красавец, циник, что ваша жена изменила вам и сбежала, и что вы разочаровались в женщинах и заперлись в поместье, и что...» Я замолчала, потому что дальше шла страница 120, а страницу 120 я ему не прочитаю, даже под страхом смерти. «И что?» — спросил он. «И что у вас характер не сахар?» Он уставился на меня. Потом, невероятное дело, уголок его рта дрогнул. Не улыбка, только тень, только намек. «Не сахар», — повторил он. «Ну, мадемуазель Вера, это, по крайней мере, правда. А теперь вон из моей кровати». Я встала. Пол был холодный, каменный, мои босые ноги на чужом полу, в шортах с мишками, волосы растрепанные, падают на лицо. Я выглядела так, как выглядел бы человек, случайно попавший в чужую эпоху. Ужасно. Граф стоял у камина. Камин настоящий, с дровами, не электрический. Огонь живой, теплый. Я смотрела на него и думала. Вот оно. Это не сон, не галлюцинация. Я здесь, во Франции, в Провансе, в поместье де Морен. Я попробовала проснуться дома. Стояла, закрыла глаза, сосредоточилась, повторяла про себя: «Проснись, проснись, проснись». Ничего. Открыла глаза, опять камин, граф и балдахин. «Что вы делаете?» – просил граф. «Пытаюсь проснуться». «Вы и так не спите». «Я знаю. Я пытаюсь проснуться в другом месте». «И как?» «Никак». «Жаль», – сказал он. Я осмотрелась. Комната была огромная, стены каменные, с панелями из темного дерева. Окна высокие, за окнами сад. Не мой, не Женева, ни многоэтажки, ни парковка. Сад, деревья, небо, чистое, голубое, без самолетов. «Где я?» – спросила я, хотя знала. «Поместье де Морен, Прованс. Вы разве не знаете?» «Я знаю. Я просто хотела убедиться». «И?» «Убедилась». Я села на край кровати. Ноги не держали. Не от слабости, от реальности. Реальность была тяжелой. Граф смотрел на меня. Серые глаза не злые, осторожные. Я это знала. Страница 41. Лоран де Морен не позволял себе доверять. Доверие, решил он после ухода Жюли, это роскошь, которую он не мог себе позволить. Я знала о нем все. Он обо мне ничего. «Итак», — сказал он, — «вы утверждаете, что попали сюда из книги». «Не из книги, а через книгу. Я читала и заснула, и проснулась здесь». «И вы хотите, чтобы я...» «Чтобы вы дали мне время побыть здесь, пока я не пойму, как вернуться». «Вернуться куда?» «Домой. В 21 век». «21 век?» — повторил граф. «Вы понимаете, о чем говорите?» «Да». «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» «Нет, я хочу, чтобы вы дали мне крышу над головой. Верить не обязательно». Он долго смотрел на меня, я смотрела в ответ.
Жан!» Дверь открылась мгновенно. Жан, видимо, стоял за ней все это время. «Месье, принеси мадемуазель Вере одежду, нормальную, без медведей». «Слушаюсь, месье». Жан ушел. Граф снова повернулся ко мне. «Вы получите комнату отдельную, еду 3 раза в день и время до конца недели». «А потом?» «Потом решим». «Спасибо, граф». «Не благодарите. Я не добрый, я любопытный». Он вышел. Дверь закрылась, и я осталась одна. Села на кровать, положила руки на колени, посмотрела на потолок. Расписной с ангелочками. Ангелочки пухлые, облака розовые. «Ладно», — сказала я вслух, — «ладно, я попаданка в XVIII веке во Франции, у графа де Морен, без объяснений, без паспорта, без телефона, без кота». «Без кота! Борис! Кто будет кормить Бориса?» Это была первая мысль, от которой я заплакала. Не про маму, не про работу, про кота. Через 5 минут я перестала, вытерла лицо рукавом и сказала: «Хватит, Вера. Ты пережила жениха, который влюбился в подругу. Ты организовала 312 свадеб. Ты переживешь и это». Жан принес платье. Простое, серое, льняное, с черным поясом и чепчик. Белый, с рюшиками. Я посмотрела на чепчик. «Нет, мадемуазель». «Чепчик нет, платье да, чепчик никогда». «Как скажете, мадемуазель». Я надела платье. Лен был грубый, но чистый. Платье длинное, тугое в плечах. Я, видимо, была шире в кости, чем француженки XVIII века. Но ничего, я справлюсь. Я организатор, я организую. И я вышла из комнаты. Коридор был длинный, темный, с портретами на стенах. Я шла по коридору и думала, что я знаю. Я знаю из книги, что поместье разоряется, что управляющий графа, месье Дюваль, ворует, что крестьяне недовольны, потому что им задерживают жалование, что граф забыл, когда последний раз выходил из дома, что он не разговаривает с соседями, живет как медведь в берлоге, злой, одинокий и красивый. Красивый — это я добавила от себя. Я вышла во двор. Солнце яркое, теплое, небо синее, воздух чистый. 18 век, ребята. Граф стоял у колодца в камзоле, сапоги до колен, волосы убраны назад. Красивый невозможно, как из книги. «Мадемуазель Вера, подойдите», — сказал он. Я подошла. «Смотрите», — он указал на поместье. «Видите?» Я видела. Дом большой, но обветшалый. Штукатурка облупилась, крыша с дырой, сад заросший. Колодец единственное, что выглядело живым. «Вижу», — сказала я. «И что вы видите?» «Разруху». «Именно. Поместье де Морен умирает. С тех пор, как ушла Жули. У меня нет денег, нет управляющего, которому можно доверять. Нет ничего, кроме стен, которые рушатся, и людей, которым я не могу заплатить». «И что?» — сказала я. «Вы предлагаете мне сделку?» «Я?» «Вы. Вы же сказали, что приведете в порядок хозяйство взамен кров и время». «Я? Я этого не говорила. Я вообще ничего не предлагала. Но если граф думает, что я предложила, значит, предложила. Да, я предлагаю сделку». «И чем вы можете мне помочь? Что вы понимаете в управлении имением?» Я организовала свадьбу на 300 человек, где жених за час до церемонии заявил, что любит подругу невесты. И я за 1 час переделала церемонию в вечеринку. Накормила людей морепродуктами, не дала бабушке невесты получить инфаркт и заставила всех танцевать до утра. И все прошло гладко. И имение — это просто свадьба, которая не заканчивается. Свадьба, которая не заканчивается. Да. И вы считаете, что этого достаточно? Нет. Но я считаю, что это начало. Хорошо, сказал он. 1 неделя. Вы показываете, на что способны, я даю вам крышу, еду и время. Если через неделю я не увижу результатов, вы уходите. Куда — не мое дело. Справедливо. Я не добрый. Вы уже говорили. Я вас слышу, граф.
Я не лечу вам мозги, мне хватает своих. Он отвернулся, но я видела, как дрогнул уголок его рта. Намек на улыбку. 1 неделя. 7 дней, чтобы доказать графу, что девица из 21 века может спасти поместье. Первый день я начала с инвентаризации. Мой психолог говорил, что когда мне страшно, я начинаю наводить порядок. Это правда. Когда мой жених ушел, я убрала квартиру 3 раза. Когда мама назвала меня старой девой, я рассортировала книги по алфавиту. Когда засыпала на романе и попала в 18 век, я решила пересчитать все имущество графа. Логично? Нет. Помогает? Да. Жан отвел меня в кладовую. Она была большая, темная, с полками от пола до потолка. На полках мешки с мукой, кувшины с маслом, связки лука, сушеные травы. Все в беспорядке. Кувшины без крышек, лук где-то между травами, и пахло так, что глаза слезились. «Когда это последний раз проверялось?» – спросила я. Жан подумал. 5 лет назад. 5 лет? Кладовка не проверялась 5 лет? Месье граф не интересовался. А управляющий? Месье Дюваль? Месье Дюваль, сказал Жан, интересуется только собой. Я кивнула, я это знала. Страница 38. Дюваль был человеком маленьким, хитрым и ненадежным, но граф не замечал этого. Классика. Я начала считать. Мешки с мукой 11, но 3 с плесенью. Кувшины с маслом 8, но 2 прогорклые. Сушеные травы связка, но половина мышами погрызана. Сыр 2 круга, но 1 покрыт таким налетом, что я не была уверена, это сыр или новая форма жизни. Я записывала. На бумаге. Перо и чернила, потому что ручек тут не было. Почерк мой ужасный. Граф потом скажет, что мои записи похожи на следы курицы в грязи. Но я отвечу, что курица, по крайней мере, следы оставляет, а его управляющий только дыры в бюджете. К обеду я знала. Кладовая – катастрофа. Амбар – катастрофа. Конюшня – тоже катастрофа. Огород – катастрофа с цветами. Кухня – катастрофа с очагом, который не горел, потому что труба была забита. Я стояла на кухне и смотрела на очаг. «Когда трубу чистили?» – спросила я повариху. Повариха, мадам Бертран, лет 60, руки как у штангиста, посмотрела на меня так, будто я спросила, когда она последний раз летала на Луну. «Трубу? Никто не чистил трубу». «Труба забита. Очаг не горит. Вы как готовите?» «На переносной жаровне, мадемуазель». Я вздохнула. Мадам Бертран была не злая, она была привычная. Привычная к разрухе. Привычная к тому, что граф не выходит, управляющий ворует, а жизнь такая, какая есть. Привычка – страшная вещь. Она делает катастрофу нормальной. Я это знала. Я 7 лет организовывала свадьбы и привыкла, что чужое счастье – это работа, а свое не обязано быть. Но здесь не свадьба, здесь жизнь. Моя. Временно, но моя. «Мадам Бертран», — сказала я почищу трубу». «Вы?» Она посмотрела на мои руки. Я посмотрела тоже. Руки мои, маникюр облупленный, мозолей нет. Руки человека, который работает не руками, а головой. «Вы почистите трубу?» «Да». «Мадемуазель, простите, но вы не похожи на трубочиста». «Я не похожа на многих, кем мне приходилось быть. Я организатор. И я организую трубу». «Ладно, но если упадете, я вас не подниму. Мне 60». «Договорились». Я не упала. Я поднялась на крышу по лестнице. Метла, палка, тряпка, импровизация. 3 часа, грязь до локтей, сажа до бровей. Когда я вылезла, я выглядела как трубочист. Очаг загорелся. Мадам Бертран стояла рядом и смотрела на огонь так, будто увидела чудо. Может, для нее это было чудом. 5 лет без огня в очаге, 5 лет на жаровне. 5 лет привычка к катастрофе. «Ну», — сказала она. «Ну», — ответила я.
Может, вы и не совсем бесполезная, мадемуазель. Спасибо, мадам Бертран. Я ценю вашу сдержанность. Она фыркнула, но по-доброму. Граф появился к ужину. Он шел через двор и остановился у кухни. Из трубы шел дым. Он смотрел на этот дым так, как я смотрела на балдахин утром. С недоверием, растерянностью и чем-то еще. «Это что?» – спросил он. «Дым, граф». «Я вижу. Откуда?» «Из трубы. Из очага, который я почистила». Он повернулся ко мне. Я была черная от сажи. Платье серо-черное, лицо в полосках, волосы в дыму. «Вы?» Он начал и замолчал, а потом засмеялся. Тихо, коротко, почти против воли. Как человек, который забыл, как смеяться, и вдруг вспомнил и удивился. «Вы похожи на трубочиста». «Я и есть трубочист. Временно». «Мадемуазель Вера, вы организатор свадеб». «Я организатор. Точка. Свадьбы – это специализация. Трубы – побочный эффект». Он смотрел на меня. Серые глаза были не холодные. В них сегодня было что-то новое. Не тепло, но любопытство, настоящее, живое. «Вы почистили трубу?» «Да, и пересчитала кладовую, и посмотрела на огород. Граф, у вас тут катастрофа, но это лечится». «Лечится?» «Да, я уже начала». «За один день?» «За один день труба, за неделю остальное, если вы дадите мне доступ к книгам, к хозяйственным». «Зачем?» «Потому что я хочу увидеть, где Дюваль врет». Граф застыл. Лицо снова каменное, но иначе, незащищенное, злое. «Дюваль служит мне 15 лет». «Я знаю. И последние 5 лет ворует. Не сильно, по чуть-чуть. Мешок муки тут, кувшин масла там, но в сумме за 5 лет это половина вашего амбара». «Откуда вы знаете?» «Я не знаю. Я подозреваю. Но если вы дадите мне книги, я докажу». Он молчал долго. Солнце садилось, дым шел из трубы, птицы пели. Небо розовело, красиво, по-настоящему. «Книги в кабинете. Я покажу их завтра утром». «Спасибо, граф». «Не благодарите». Я кивнула. Он ушел, я стояла во дворе, грязная, уставшая, в чужом платье, в чужом веке, без мамы, без телефона, и впервые за день улыбалась. Потому что очаг горел, потому что мадам Бертран сказала, может, и не бесполезная, потому что граф смеялся. Один раз, но смеялся. День первый. Осталось 6. Утро второго дня. Я проснулась в своей комнате, маленькой, но чистой. Кровать узкая, жесткая, без балдахина, слава богу. Подушка одна, без Бориса. Я потрогала пустое место рядом и вздохнула. «Борис», — сказала я, — «если ты голодный, прости. Соседка должна была забрать тебя. Если не забрала, прости вдвойне. Ты заслужил лучшую хозяйку, которая не засыпает с книгами». Подушка не ответила. Я встала, одела платье. Чепчик Жан принес снова, и я снова отказалась. Жан вздохнул, я вздохнула, мы вздохнули вместе и разошлись. Кабинет графа на первом этаже за дубовой дверью. Дверь тяжелая, с ручкой в виде львиной головы. Лев суровый, с открытым ртом. Я взялась за ручку, и мне показалось, что лев меня осуждает. Граф сидел за столом. Стол огромный, заваленный бумагами. Граф в камзоле, серьезный, с пером в руке. Он даже не поднял головы. «Вошли», — сказал он. «Вошла». «Садитесь». Я села. Стул жесткий, прямой. Стул для гостей, которым не положено расслабляться. «Книги вот». Граф указал пером на стопку. «Хозяйственные записи за последние 5 лет. Дюваль аккуратен. Это его единственная добродетель». Я взяла верхнюю книгу, открыла. Колонки цифр, аккуратный почерк, мешки, кувшины, связки, франки, приход, расход, остаток. Все ровно, красиво и правильно. «И где он врет?» – спросил граф. «Пока не знаю, но врет. Все врут. Вопрос, где и сколько». «Вы уверены?» «Граф,
Я 7 лет работала с людьми, которые врут о бюджете на свадьбу. Мне нужны время и эти книги. Граф отложил перо и впервые за утро посмотрел на меня. Вы не такая, как я ожидал. А вы ожидали какую? Не знаю. Какую-нибудь, любую, но не вас. А что не так? Вы громкая. Я? Я молчу, сижу и читаю книги. Вы молчите громко, сидите громко. Вы даже дышите так, будто собираетесь что-то организовать. Граф, сказала я, это комплимент? Это наблюдение. Наблюдение, которое звучит как комплимент. Мадемуазель Вера, не лечите мне мозги. Я не лечу. Я констатирую. Констатируйте тише. Граф, я работаю с цифрами. Цифры тихие, я тоже. Дайте мне день. У вас еще 6. Я знаю. Я считаю. Вы все считаете? Все. Свадьбы, дни, надежды, разочарования. Я уткнулась в книгу, чтобы он не видел моего лица. Потому что я сказала больше, чем хотела. Граф, видимо, это понял, потому что замолчал. Надолго. Я читала книги весь день, за все 5 лет, колонка за колонкой. Цифры аккуратные, красивые и врут. Я это видела не сразу. Сначала просто ощущение. Что-то не так, а потом вот оно. Приход муки одинаковый каждый месяц. 11 мешков ровно. Но урожай-то разный. В хороший год больше, в плохой меньше. 11 всегда, это невозможно. Природа неровная, природа разная. Если цифры ровные, значит, кто-то их подровнял. Подровнял, потому что забирал разницу. Дюваль, ты умный, но недостаточно. К вечеру я нашла. Не все, но начало. Мука ровно 11 мешков в месяц, хотя амбар вмещает 20. Разница 9 мешков. 9 мешков в месяц, 5 лет, 60 месяцев, 540 мешков. Мешок муки 4 франка. Больше 2000 франков за 5 лет. Дюваль украл у графа больше 2000 франков. Только по муке. Я закрыла книгу, посмотрела на графа. Он сидел напротив, тоже с книгой. Другой, не хозяйственной. Роман? Нет, скорее философия. Вольтера, может, Руссо. Он читал и не читал одновременно. Глаза на странице, внимание на мне. Я это чувствовала. «Граф», — сказала я, Дюваль ворует муку. Ровно 9 мешков в месяц, 5 лет. Вот, смотрите. Приход всегда 11, но урожай разный. Здесь 1781 год засуха, а здесь 1783 урожайный. Но он всегда пишет 11 мешков, он выравнивает. Забирает лишек в хороший год и докупает в плохой, но записывает ровно, а разницу кладет в карман. 2000 франков, сказал граф тихо. Примерно. А если проверить масло и сыр, будет больше. Масло и сыр? То же самое. Масло ровно 8 кувшинов, сыр ровно 2 круга, всегда. Граф, он не глуп, он аккуратен. Он врал так, чтобы вы не заметили, и вы не заметили, потому что не смотрели. Не смотрел, повторил он. Потому что было больно, я знаю. И что вы предлагаете? Не увольнять. Что? Не увольнять пока. Дайте мне еще 2 дня. Я посмотрю, как именно он работает. Где берет, куда девает. Может, он не один. Может, есть соучастник, рынок, торговец, кто-то в деревне. Если мы уволим его сейчас, он уйдет, а система останется. Придет новый, и начнется то же самое. Граф помолчал, потом кивнул. 2 дня. Хорошо, 2 дня. И, граф, что? Вы не виноваты. Доверять не преступление. Воровать преступление. Он смотрел на меня долго, а я стояла грязная от чернил, уставшая, голодная, в сером платье, без чепчика. Мы были разные, из разных веков, из разных миров, но в чем-то одинаковые. Оба привыкли доверять. Оба не знали, что делать, когда кто-то
есть рядом. «Вы невыносимы, мадемуазель», — сказал он. «Я знаю», — ответила я. «Вы это уже говорили в книге». «В книге?» «Да, страница 120. Я это уже вам говорила или нет?» «Нет, не говорила и не скажу». Я вышла. Дверь закрылась. Лев на ручке осудил. Я не обратила внимания, потому что 2 дня и 2000 франков. И граф, который сказал, вы невыносимы. Страница 120 начинала сбываться. 3-й день. Я проснулась с мыслью «сегодня Дюваль». Дюваль — это, кстати, не просто фамилия, это диагноз. Месье Пьер Дюваль, управляющий поместьем де Морен, был человеком маленького роста, маленькой совести и маленького воображения. Он воровал маленько, врал маленько, предавал маленько. Именно это его и спасало. Большой вор заметен, маленький нет. Большая ложь режет глаз, маленькая смазывает. Дюваль был не ножом, а теркой. Не резал, а тер понемножку, годами. И к тому моменту, когда я появилась в постели графа, от поместья осталась тертая морковь. Я познакомилась с ним за завтраком. Он сидел в углу кухни, ел хлеб с маслом. Хлеб черствый, масло старое, он ел и не жаловался, потому что жаловаться значит привлекать внимание. А внимание — враг вора. «Мадемуазель», — сказал Жан, — «месье Дюваль, управляющий поместье». Дюваль встал, поклонился, лицо круглое, гладкое, как блин. Глаза маленькие, бегающие. «Мадемуазель Вера», — сказал он, — «рад знакомству. Месье граф говорил мне, что вы гостья». «Гостья», — повторила я, — «да, которая пересчитала вашу кладовую». «Кладовую, мадемуазель? Зачем?» «Затем, что в ней 3 мешка муки с плесенью, 2 кувшина с прогоршим маслом и сыр, который, я думаю, испортился». «Это последствия засушливого года». «Это последствия халатности. Месье Дюваль, я видела ваши книги. Они аккуратные, ровные, слишком ровные». Он моргнул 2 раза, как сова. Быстро, как сова, которую ослепили фонарем. «Ровные — это хорошо, мадемуазель». «Ровные — это подозрительно. Природа неровная, урожай неровный. А у вас ровно 11 мешков муки каждый месяц. 5 лет. Это чудо или арифметика? Я думаю, второе». Тишина. Дюваль смотрел на меня, а я на него. Мадам Бертран смотрела на нас обоих и, кажется, делала ставки. «Мадемуазель», — сказал Дюваль, — «я не понимаю, о чем вы говорите». «Понимаете. Но не признаетесь, это нормально, я привыкла. Мне каждый жених говорит, я не понимаю, о чем вы. А когда я спрашиваю, почему бюджет вырос на 40%, все не понимают, а потом понимают». «Мадемуазель». «Месье Дюваль, я вам не угрожаю. Пока. Я наблюдаю. 2 дня. Вы работаете, как обычно, я смотрю. Если вы вор, я это докажу. Если нет, извинюсь. Но я не извинюсь, потому что вы вор, и мы оба это знаем». Он побледнел. Стал белым, потом желтым. «Мадемуазель», — сказал он, — «вы не отсюда, вы чужая, и вы...» «И я что? Пожалуюсь графу? Он уже знает. Спросите его». Дюваль встал медленно, стул отъехал. Лицо стало маской. Маской человека, которого поймали, и который думает. «Я не виновен», — сказал он. «Хорошо. Тогда вам нечего бояться. Работайте, месье Дюваль, как обычно. Я рядом». Он вышел, спина прямая. Слишком прямая. Спина человека, который бежит, но не ногами. Мадам Бертран подошла ко мне, молча. Налила молока, поставила на стол, посмотрела. «Ты... это прогресс. Ты серьезная». «Я серьезная, мадам Бертран, очень». «И ты не боишься его?» «Дюваля?» «Графа». «Граф не страшный. Граф злой. Это разные вещи. Страшный бьет, злой ворчит. Я предпочитаю ворчащих». Мадам Бертран фыркнула.
Не зло, почти с уважением. Ты на мою сестру похожа. Та тоже лезла куда не надо и выжила, еле-еле. Ваша сестра умная женщина. Моя сестра сумасшедшая женщина, но живая. Она повернулась к очагу. Огонь горел. Мой огонь, моя труба, почти мой дом. 2 дня наблюдений. Я ходила за Дювалем, не следом, нет, я не шпик, но рядом. В поле смотрела, как он считает работникам жалование, в амбаре смотрела, как он принимает мешки от торговца, на рынке в деревне смотрела, как он продает излишки. И видела. Он занижал. Принимал 12 мешков, записывал 11, продавал 5, записывал 3, жалование платил 10 работникам, записывал 12, 2 несуществующих, 2 призрака, 2 мертвых жнеца, которые чудесным образом получали жалование каждый месяц, 5 лет. Графу я доложила вечером, на 4-й день. «Призраки?» — сказал он. «Да, призраки. Жан Дюпон и Пьер Лефевр». Я положила список на стол. «Вот, проверьте. Спросите работников, они скажут вам, таких нет». Граф посмотрел на список, потом на меня. 2 несуществующих работника. Да, 5 лет. Жалование 3 франка в месяц каждому. 36 франков в год. Плюс мука, плюс масло, плюс сыр. Итого уже приближается к 3000 франков. 3000 франков, сказал граф. Голос ровный, слишком, как у человека, который кричит изнутри, но снаружи камень. Граф, я знаю и не хочу говорить об этом сейчас, не сегодня. Хорошо. Хорошо? Вы не настаиваете? Нет, вы получили удар, его нужно переварить. Я даю время. Вы даете мне время? Да, иногда и так бывает. Он моргнул, потом встал, подошел к окну. Стоял спиной ко мне. «Мадемуазель Вера». «Да». «Сколько вы мне должны?» «В каком смысле?» «В прямом». «Вы пришли, вы работаете, вы нашли вора, починили трубу, и вы мне ничего не должны. Зачем вам это?» Я молчала, потому что не знала. Правда не знала, зачем. Я попаданка, я чужая. Я из другого века, мне нужно домой. А я чищу трубы, считаю мешки, ловлю воров. Зачем? Потому что я 7 лет организовывала чужое счастье, сказала я, и устала. А здесь впервые организую свое. Не ваше, не Дюваля. Свое счастье. Маленькое, грязное, но свое. Он не повернулся, но плечи опустились. Чуть-чуть, как у человека, который перестал защищаться. Всего на секунду. «Вы невыносимы», — сказал он. «Я знаю». «Нет, вы не знаете. Вы думаете, это шутка, а я говорю серьезно. Вы невыносимы, потому что вы настоящая. А я привык к ненастоящим». Я не ответила, потому что нечего. И потому что если бы я ответила, я бы сказала что-то, что не должна говорить. Но не сейчас. «Покойной ночи, граф», — сказала я. «Покойной ночи, мадемуазель». Я вышла. Лев на ручке не осудил. Лев улыбался. Кажется. 5-й день и катастрофа. Не моя, а чужая, как всегда. Маркиз де Бувар, сосед графа, владелец поместья втрое больше и втрое богаче, справлял свадьбу сына. Рауль де Бувар, 22 года, женился на Эделине, дочери какого-то парижского чиновника. Свадьба на 200 человек, пир, музыканты, фейерверк. Настоящая провинциальная свадьба конца XVIII века. Приглашение пришло утром. Жан принес на серебряном подносе с поклоном. «Маркиз де Бувар», — объявил он, приглашает месье графа де Морен и его гостю на свадьбу месье Рауля де Бувара и мадемуазель Аделины. Граф взял приглашение, посмотрел и сказал «нет». «Месье, нет, я не пойду». «Месье, маркиз ваш сосед, он единственный, кто еще...» «Нет». Я сидела в углу кабинета со своими книгами. Граф за столом, Жан в дверях. Приглашение на столе.
«Граф», — сказала я. «Что? Почему нет?» «Потому что нет». «Это не аргумент». «Это мой аргумент». «Граф, вы не выходите из поместья 5 лет. Не разговариваете с соседями, не бываете в обществе. Вы медведь, красивый, сероглазый, но медведь». «Спасибо». «Не за что. Граф, идите на свадьбу». «Зачем?» «Затем, что маркиз ваш сосед. Затем, что поместье разоряется, и вам нужны союзники. Затем, что вы граф. А графы бывают на свадьбах, это их работа». «Моя работа — управлять поместьем». «Вы не управляете. Я управляю, вы сидите». Жан в дверях издал звук. Ни кашель, ни вздох, что-то между. Граф посмотрел на Жана, Жан стал невидимым. «Мадемуазель», — сказал граф, — «вы мне не мать». «Слава богу. Ваша мать, вероятно, давно бы вас выгнала». «Моя мать умерла». «Простите, я не знала». «Знаете, вы читали книгу. Страница какая?» 22-я, сказала я тихо. Мадам де Морен скончалась в 1768 году. Граф смотрел на меня долго. «Вы, правда, читали обо мне?» «И правда читала. 200 раз. И каждый раз жалела, что не могу помочь». «Помочь?» «Да, вы один с 15 лет. Вы никому не доверяете, потому что некому было доверять. Мать умерла, отец умер, жена предала, Дюваль врал. Вы один. И вы привыкли. И привычка стала характером. А характер не сахар, я знаю. Но сахар не спасет. Спасет вот это». Я указала на приглашение. «Выйти. Пойти к людям, не прятаться». «Вы закончили?» «Да». «Тогда слушайте. Я не пойду. Мадемуазель, не лечите мне мозги». «Я не лечу, я прописываю». «Что?» «Рецепт. Выход, люди, свет, воздух, движение и свадьба. Свадьба — это моя профессия, я знаю о них все. Если вы пойдете, я организую ваш выход как свадьбу, чтобы вы не опозорились, потому что 5 лет без общества — это 5 лет без практики, а практика нужна даже графу». «Если я пойду, вы пойдете со мной». «Что?» «Вы слышали. Если я иду, и вы идете». «Граф, но я не одета для свадьбы. У меня серое платье, и я не знаю манеры». «Вы не знаете манеры? Вы организатор свадеб?» «Я в 21 веке знаю, а в 18 я дикарь». «Тогда учитесь быстро. Жан». «Да, месье». «Мадемуазель Вера будет учить манеры. До свадьбы 2 дня, пусть учит. И надей платье не серое. И без медведей». Жан поклонился. Я осталась стоять с открытым ртом. «Вы согласились?» — сказала я. «Вы не оставили мне выбора». «У вас всегда есть выбор». «Нет, у меня был выбор. Стыд или свадьба. Вы убрали стыд, осталась свадьба». «Я не убирала ваш стыд». «Убрали. Тем, что знаете обо мне все и не осуждаете. Это хуже осуждения, это понимание. А с пониманием спрятаться нельзя». Он вышел. Лев на ручке улыбался, я уверена. 2 дня. 2 дня, чтобы научиться быть дамой XVIII века. И вывести графа в свет. Как свадебный организатор я трясусь. Как попаданка я в ужасе. Как женщина я... Нет. Как женщина я не буду об этом думать. Жан оказался не простым слугой. Жан оказался всем. Слуга, дворецкий, камердинер, конюх, советник, психолог и теперь мой личный инструктор по манерам. За 2 дня. «Мадемуазель», — сказал он, — «первое реверанс». «Что?» «Реверанс. Поклон». Я знаю, что такое реверанс. Я организовывала свадьбы в стиле Версаль, но на практике... На практике так. Жан встал в позицию и сделал реверанс. «Ваш выход, мадемуазель». Я попробовала. Ноги запутались, юбка завернулась, я чуть не упала. «Элегантнее». Я элегантна. В 21 веке. Здесь это не действует. Я заметила.
3 часа мы репетировали реверанс. Осанку, походку. Не быстро, мадемуазель. Грация, грация. У меня не было грации. У меня был темп. Я ходила быстро, потому что быстро думала, быстро говорила, быстро работала. Грация — это когда медленно. Я не умела медленно. Мадемуазель, вы двигаетесь как солдат, сказал Жан после 20-го реверанса. Спасибо. Это не комплимент. Для меня комплимент. Жан вздохнул, но не сдался. И я не сдалась. К вечеру первого дня я делала реверанс уже без падений. К утру второго дня я ходила медленно. Это уже было победой. Принесли платье. Жан достал. Откуда, не знаю, не спрашивала. Темно-синее, с белой отделкой, с кружевом на воротнике. Не роскошное, но свежее, чистое. И чепчик. «Нет», — сказала я. «Мадемуазель». «Нет, нет и нет». «Мадемуазель, на свадьбе у маркиза все дамы в чепчиках. Без чепчика вы будете выглядеть...» «Свободной или независимой?» «Странной». «Жан, я попаданка из 21 века. В шортах с мишками. Я и так странная. Чепчик этого не исправит». «Как скажете, мадемуазель». Платье сидело туговато в плечах, как и серое, но синее мне шло. Я посмотрелась в зеркало. Из него на меня смотрела женщина. Не организатор свадеб, не попаданка. Женщина в синем платье, с распущенными волосами, без чепчика. Граф увидел меня за час до выезда. Он спускался по лестнице в камзоле, с золотым шитьем, с тростью и шпагой. Красивый так, что воздух становился гуще. Он был как из книги. Он был лучше книги, потому что живой. Он остановился, посмотрел на меня. «Вы без чепчика», — сказал он. «Да». Жан не настоял. Он настаивал, а я отказала. «Вы выглядите неплохо», — сказал граф. «Неплохо? Граф, я в платье, с прической, без единого пятна сажи, впервые за неделю, и вы говорите неплохо? Вы хотите хорошо? Я хочу прекрасно, но готова на хорошо». «Хорошо», — сказал он, и уголок его рта дрогнул. «Спасибо, граф, вы щедры». «Я знаю». Он протянул руку. «Пойдемте, мадемуазель, организуйте мой выход». И мы поехали. Поместье Бавуар было в часе езды. Коляска графа старая, скрипучая. Я молилась всем богам, чтобы не начался дождь. Дождь не начался, началась жара. «Граф», — сказала я после получаса молчания. «Что? Вы нервничаете?» «Нет». «У вас костяшки белые на руках. Вы сжимаете поводья, как будто они вам должны денег». Он разжал руки, посмотрел на них, потом на меня. 5 лет я не был в обществе. Они будут смотреть». «Да». «Они будут шептаться». «Я знаю». «Они будут говорить про Жули и про вас». «Про меня?» «Вы со мной без чепчика. Они будут говорить про вас». «Пусть говорят, я привыкла. Про меня всегда говорят. Кто эта женщина, почему она командует, почему она знает, где свечи, а жених нет». «И что вы отвечаете?» «Ничего, я работаю. Граф, вы не один сейчас. Сегодня я рядом, и я не позволю им вас обидеть». «Вы не позволите?» «Нет, я организатор. Я организую ваше достоинство под ключ». «Вы серьезно?» «Я всегда серьезно, когда не шучу. А сейчас я не шучу». «Хорошо», — сказал граф и разжал поводья. Совсем. Лошадь замедлилась, коляска остановилась. «Граф!» «Мадемуазель!» «Мы остановились». «Знаю». «Почему?» «Потому что вы сказали, что не позволите меня обидеть. И я хочу запомнить это, пока никто не видит». «Запомнили?» «Да». «Тогда поехали, иначе опоздаем. А опаздывать на чужую свадьбу — это, граф, единственный грех, который я не прощаю». Коляска поехала. Я качнулась, и он поймал меня за локоть и отпустил быстро, как будто обжегся. Жан, сидевший рядом с графом, не повернулся, но я видела его профиль
и в профиле было что-то, чего я раньше не видела. Улыбка. Жан улыбался. Свадьба маркиза была именно такой, какой я ожидала. 200 гостей, шум, жара, парики, платья, каблуки и катастрофа. Катастрофа, потому что организатор был дурак, видимо. Церемония на улице в саду, стулья расставлены криво, цветы завяли, музыканты пьяны. Священник забыл слова, невеста плакала. Не от радости, от злости. Жених красный как рак, маркиз рвал на себе парик. Я стояла рядом с графом и смотрела, как профессионал, как архитектор на руины. «Катастрофа», — сказала я. «Вижу», — сказал граф. «Хотите уехать? Хотите остаться?» Я посмотрела на него, он на меня, и в этот момент случилось то, что случается на каждой свадьбе, где есть я и катастрофа. Я вмешалась. «Граф», — сказала я, — «мне нужны 20 минут и доступ к кухне». «Зачем?» «Затем, что я спасу эту свадьбу. Или умру, пытаясь». «Вы не можете спасти чужую свадьбу». «Могу. Я спасала и похуже, поверьте». «Хуже, чем это?» «Граф, я однажды спасала свадьбу, где невеста сбежала с шафером. За 15 минут до алтаря. И я поставила на ее место подругу, которая была влюблена в жениха. А жених почти не заметил подмены, и они счастливы до сих пор». «Вы шутите?» «Я никогда не шучу про свадьбы». Граф посмотрел на меня, потом на маркиза, который махал руками и кричал на слугу, потом снова на меня. 20 минут», — сказал он. Я пошла. И что я сделала? То, что делаю лучше всего. Организовала. Музыканты. Я нашла одного трезвого, лютниста, и заставила его играть соло. Красиво, тихо, без пьяных скрипок. Священнику я напомнила слова. Стулья я переставила. Цветы я заменила на полевые. Нарвала в саду. Ромашки, не пионы, но живые, не завядшие. Невесту я отвела в сторону и сказала: «Дорогая, ты красивая. Сегодня твой день. Не позволяй чужим ошибкам испортить его. Иди и выходи замуж за того, кого любишь». Она перестала плакать, выпрямилась и пошла. Церемония прошла гладко, тихо и красиво. Гости молчали, музыкант играл, священник говорил, невеста улыбалась. Маркиз уже не рвал парик. Потом был банкет. Я не вмешивалась. Банкет был нормальный. Еда, вино, тосты. Я стояла у стены и смотрела, как всегда. Организатор у стены. Чужое счастье перед глазами. Граф подошел с 2 бокалами. Один протянул мне. 20 минут, сказал он. 19 с половиной, сказала я. Я считала. Вы спасли свадьбу маркиза. Я спасла свадьбу невесты. Маркиз мне безразличен. Маркиз подошел ко мне и сказал: «Лоран, кто эта женщина? Мне она нужна на все мои свадьбы». И что вы ответили? Нет, маркиз не безразличен. Он подошел ко мне и сказал: «Лоран, кто эта женщина? Она мне нужна на все мои свадьбы». И что вы ответили? Я ответил: «Она моя». Ваша? Моя гостья. Мой организатор, мой... Простите, сказал граф, я не должен был так говорить. Почему? Потому что вы не моя. Мадемуазель Вера. Вы только что назвали меня своей. Можно просто Вера. Вера. Да. Вы устроили чужое счастье снова. Это моя профессия, граф. Лоран. Что? Ну, если Вера, то я Лоран. Я посмотрела на него, он на меня. Серые глаза и зеленые. 200 гостей вокруг. Музыка, смех, чужое счастье. Но между нами не чужое. Свое, маленькое, тихое, как искра в очаге, которую я почистила. Лоран. Да. А свое счастье вы хоть раз устроили? Нет, сказал он. Почему? Потому что я не умел. Я умел терять. Терять жену, деньги, доверие. Терять я умел, а устраивать можно научиться. У кого? У меня.
Я профессионал. Вы предлагаете мне научиться быть счастливым? Нет, я предлагаю вам научиться не быть одному. Счастье потом, сначала не один. Он смотрел на меня, и я видела, как что-то менялось. Не в лице, в глазах, что-то теплое, как камень, который долго лежал на солнце. «Вы невыносимы», — сказал он. «Знаю». «Нет, вы не знаете. Вы думаете, что это шутка, а я говорю серьезно. Вы невыносимы, потому что вы заставляете меня хотеть. Хотеть того, чего я не хочу. Хотеть быть не один, хотеть быть... Хотеть. Это плохо? Это опасно. Для кого? Для меня. Почему? Потому что вы уйдете. Я еще не решила. Что не решили? Уходить или нет? Не уходите, сказал он. Тихо и просто. Без красоты, без литературы, без страницы 120. Не уходите. Лоран. Не сейчас, не отвечайте, просто запомните. Я запомню. Хорошо. Свадьба продолжалась. Мы стояли у стены. Чужое счастье перед глазами. Но впервые не только чужое. Впервые и наше. Обратный путь. Коляска, скрип, жара. Жан рядом с графом, я напротив. Темнело. Небо было розовое, а потом оранжевое. Закат в Провансе — это как концерт для глаз. Без билетов и без очереди. Все молчали. Граф потому что думал, я потому что боялась. Боялась чего? Ни его, ни Дюваля. Боялась себя, того, что чувствовала, того, что не должна была чувствовать, того, что говорила мне каждая клетка, каждый нерв. Он тот самый из книги, тот, которого не бывает. Но он был живой, настоящий, со словами «не уходите» и с руками, которые отпускали мой локоть так, будто обжигались. Коляска остановилась, мы приехали в поместье. Луна светила, сад шептал. Граф спрыгнул, протянул руку. Я спрыгнула тоже. Рука у него была теплая, сильная, и я ее не отпустила. Жан ушел с лошадью. Мы остались вдвоем, в темном дворе под луной, как в книге, как на странице 120. Только лучше, потому что реально. «Вера», — сказал он. «Да». «Вы сказали, не решила?» «Да». «Я не прошу решения, я прошу одного. Не лгите мне, себе. Если вы чувствуете что-то, скажите. Если нет, скажите тоже. Но не лгите. Я уже наслушался лжи на всю жизнь». «Лоран», — сказала я не лгу, я никогда не лгала вам. Я читала о вас 200 раз. Я заснула на вашей странице и проснулась в вашей постели. Я почистила вашу трубу, я поймала вашего вора. Я спасла чужую свадьбу, и я... Вы что? Я чувствую что-то к вам. Не знаю что, не знаю почему, но чувствую. И это пугает меня, потому что я не отсюда. Я из другого века, и я могу уйти в любой момент. Проснуться и уйти. И оставить вас снова одного. Вера. Нет, дайте мне договорить. Вы заслуживаете честности. Я не знаю, как я оказалась здесь, не знаю, как вернуться, не знаю, хочу ли вернуться. И это правда. Но правда и в том, что если я останусь, я могу разрушить вам жизнь. Потому что я не тихая, неудобная. Я настоящая. А настоящие сложные. Вера. Что? Замолчите. На секунду. Я замолчала. «Вы невыносимы», — сказал он. «Вы врываетесь в мой дом, в мои мысли, в мой покой. Вы говорите, когда я молчу. Вы смеетесь, когда я сердит. Вы заставляете меня хотеть, чтобы вы остались. А я не хочу, чтобы кто-то оставался. Никогда». «Лоран, и теперь вы стоите тут и говорите мне правду, полную, честную, а я не знаю, что делать, потому что я привык к лжи. Ложь простая, предсказуемая, а вы сложная. Вы в шортах с мишками и без чепчика, и вы говорите мне правду, и я... Что? Я хочу вас поцеловать, вот что. Тогда поцелуйте, сказала я. И он поцеловал. Не так, как в книге.
В книге поцелуй описан так. Он привлек ее к себе, и их губы встретились, и мир замер. Красиво, литературно. В жизни не так. В жизни поцелуй – это сначала неловкость. Носы сталкиваются, зубы тоже, потом руки не знают куда. Он положил мне руки на талию, я положила ему на плечи, потом на шею. И губы нашли друг друга. И мир не замер. Мир загорелся, как очаг, который я почистила, как труба, из которой пошел дым. Мир загорелся и стал теплым. Поцелуй был долгий, настоящий, с перерывами на дыхание, со смехом, потому что я смеялась, когда наши носы столкнулись, со слезами, потому что я плакала и не знала от чего, от счастья, от страха, от того, что это не может длиться вечно. «Не плачьте», — сказал он. «Я не плачу, это сажа в глазу». «Сажа была неделю назад». «Остатки». Он засмеялся. «Вы невыносимы», — сказал он. «Знаю, вы тоже». «Я?» «Вы граф с характером не сахар. Вы поцеловали девушку в шортах с мишками и теперь стоите под луной и говорите ей, что она невыносима. Это, Лоран, ненормальное поведение». «А что нормальное?» «Нормальное – это когда мужчина целует женщину и говорит «я тебя люблю», а не «вы невыносимы». «Вы предпочитаете «я тебя люблю»?» «Я предпочитаю честность». «А вы невыносимы в ваших устах, это, вероятно, и есть «я тебя люблю». «Да», – сказал он, – «это так и есть». 6-й день. Я проснулась и знала. Не думала, а знала, что сегодня что-то случится. Книга лежала на столе, в моей комнате, на маленьком столике у окна. Из 21 века. Я не двигалась, сидела на кровати и смотрела. Книга лежала закрытая, темная, знакомая, 200 раз прочитанная. Как она здесь оказалась? Я встала, подошла, потрогала. Обложка шершавая, настоящая. Открыла. Страницы желтые с запахом клея и пыли. Мой запах. Запах моей квартиры, моей кровати, моего Бориса, который спал на этой книге каждый раз, когда я откладывала ее на тумбочку. Страница 120. Я нашла тот самый абзац, те самые слова. Вчера он сказал эти слова под луной, слово в слово, не зная книги. Я закрыла книгу, прижала ее к груди и села на кровать. Дорога назад, вот она, в моих руках. Достаточно заснуть на книге открытой, на странице 120. И я проснусь дома в своей квартире, в своей кровати, с Борисом на подушке, с мамой по телефону, с привычной жизнью. Достаточно просто заснуть. Я сидела, книга в руках, солнце за окном. Небо без самолетов, тишина без уведомлений, жизнь без мамы, без Бориса. Жизнь с графом, с Лораном, с серыми глазами и характером не сахар. Я положила книгу на стол, открытую на странице 120, и посмотрела на нее. Потом встала, оделась, собрала волосы и вышла. Граф был в кабинете, за столом, с хозяйственными книгами, которые теперь вел сам. «Доброе утро», — сказала я. «Доброе утро. Вы плохо спали?» Он поднял голову и посмотрел на меня. «Откуда вы знаете?» «У вас тени под глазами. Как у человека, который не спал, а думал». «Я и думала, и не спала, вы правы». «О чем думали?» Я села на стол. «Книга», — сказала я. «Какая книга?» «Моя. Та, через которую я попала. Она здесь, в моей комнате, на столе». «Здесь?» «Да». «И вы можете вернуться?» «Да, я думаю, если я засну с ней, открытой на странице 120». «И вы хотите вернуться?» Я не сказала «хочу». Я сказала «могу». «Это разные вещи?» «Да, очень». Он встал, подошел к окну, стал спиной ко мне. «Вера», — сказал он. «Да». «Когда я вчера сказал вам не уходите, вы ответили «еще не решила». «Да». «Вы решили?» «Нет». «Тогда что вы делаете здесь, в кабинете со мной?
Если книга у вас в комнате, и вы можете уйти. Потому что я не хочу уходить. Пока не хочу. Пока? Да, пока. Потому что я боюсь. Боюсь остаться, боюсь уйти. Боюсь, что если я останусь, все разрушится. Боюсь, что если уйду, буду жалеть всю жизнь. Я боюсь, Лоран. Вот правда, полная, честная. Я боюсь. Он повернулся. Лицо не ледяное, живое и серьезное. Очень серьезное. «Я тоже», — сказал он. «Что?» «Боюсь. Боюсь, что вы уйдете, боюсь, что вы останетесь. Боюсь, что вы не настоящая, боюсь, что настоящая. Потому что если настоящая, то я не умею. Я не умею быть ни один, не умею доверять, не умею любить. Жюли научила меня не уметь. 5 лет одиночества научили меня не уметь. И вы приходите в шортах с мишками, без чепчика, и я не знаю, что мне делать с вами». «Ничего», — сказала я. «Что?» «Ничего не делайте. Просто будьте рядом. Сегодня, завтра, пока я здесь. Просто рядом. А если вы уйдете? Тогда вы будете один. Но не так, как раньше, а один, который был не один. Вот в чем разница». «Какая разница, один и один?» «Нет. Один, который никогда не был не один, это пустота. А один, который был не один и снова стал один, это память. Память больно, но память жива, а пустота нет». «Вы говорите вещи, которые я не слышал никогда ни от кого». «Потому что никто вам и не говорил, потому что вы не позволяли». «Не позволял». «Вот, а я позволила себе сказать вам правду. И если вы скажете мне правду в ответ, мы оба будем знать, где стоим». «И где мы стоим?» «На краю. Вы на своем, я на своем, и между нами пропасть. 18 век и 21. Книга и жизнь. Но мы стоим и смотрим друг на друга и не падаем». «Пока». «Да, пока». «Вера, «Да, книга в вашей комнате. Сколько она будет там?» столько, сколько я захочу». «А если я попрошу «Что?» не читать, не открывать, не спать на ней?» «Лоран, вы просите меня не возвращаться?» «Я прошу вас не сейчас. Дайте мне время привыкнуть к тому, что вы здесь, к тому, что вы можете уйти, к тому, что я не хочу, чтобы вы уходили». «Вы не хотите, чтобы я уходила?» «Нет, «Скажите прямо». Вера, «Скажите прямо». я не хочу, чтобы вы уходили. Прямо, честно, без литературы, не хочу. Потому что вы единственное, что случилось со мной за 5 лет, от чего я не хочу прятаться. Вы с трубой, с мешками, с сажей на лице, без чепчика, вы». Я не дышала. Я стояла и не дышала, потому что если бы я вдохнула, я бы заплакала. А я не хотела плакать. Я хотела запомнить его лицо, его голос, его слова. Честные и прямые. «Я не уйду», — сказала я. «Не знаю, как долго, но не сегодня». Хорошо. «Хорошо?» И, Вера, «Что?» можно я возьму книгу? Положу в свой кабинет на полку. Я не выброшу, не сожгу, просто положу, чтобы она была не в вашей комнате, а в моей. Чтобы, если вам захочется уйти, вы пришли ко мне и поговорили перед... «Вы хотите, чтобы я не ушла молча?» Я вообще не хочу, чтобы вы уходили. Но если уйдете, то не молча». Я кивнула. «Идемте», — сказала я. «Я отдам вам книгу. Кабинет на полку». Мы пошли вверх по лестнице по коридору. Вошли в мою комнату. Книга лежала на столе. Я закрыла ее, взяла и протянула ему. Он взял, посмотрел. Мы стояли в моей комнате, маленькой, с узкой кроватью, с окном, за которым сад, солнце и жизнь. «Пойдемте», — сказал он. «Я положу книгу в кабинет. И, Вера...» «Да». «Спасибо. «За что?» За то, что не ушли молча. За то, что вы здесь». «Лоран, не благодарите. Я недобрая. Я любопытная». «Любопытная?»
Вы говорили это про себя в первый день. Я не добрый, я любопытный. Вот, мы оба любопытные». Он засмеялся тихо и коротко. «Идемте», — сказала я, пока я не передумала. «Передумали бы?» «Нет, ну мало ли». Неделя закончилась. 7-й день. День, когда граф сказал: «Если через неделю я не увижу результатов, вы уходите». Я видела результаты, он видел результаты. Очаг горел, кладовая была пересчитана. Дюваль был уволен. Хозяйственные книги были честными, огород прополот, свадьба маркиза спасена. Поцелуй случился. Результаты были. Я стояла во дворе и смотрела на поместье. Жан нашел мастера в деревне, и дыру в крыше заделали. Сад еще заросший, но 3 грядки уже были видны. Я посадила лук, и мадам Бертран сказала, что лук — это начало. Колодец единственный, что было живо с самого начала. И теперь рядом с колодцем стояла скамейка. Жан сделал. Просто сделал. Потому что, сказал он, мадемуазель любит сидеть у колодца и говорит сама с собой. Пусть сидит на скамейке, а не на камне. Камень холодный. Жан заботился. По-своему, молча. Граф вышел из дома. В камзоле, серьезный, красивый. «Мадемуазель Вера», — сказал он. «Неделя». «Да». «Результаты?» «Да». «Вы превзошли». «Что превзошла?» «Мои ожидания. Я говорил, что если через неделю не увижу результатов, вы уходите. Я вижу результаты. Вы остаетесь». «Это приказ?» «Это просьба». «Граф де Морен просит?» «Лоран де Морен просит». «Граф приказывает, а Лоран просит». «Тогда Лоран просит, и Вера думает». «Думает?» «Да, это мое слабое место, я долго думаю». «Сколько?» «Секунду». «Хорошо, Вера остается». «Хорошо». «И Вера...» «Что?» «Книга в кабинете на полке, а она никуда не делась?» «Знаю». «Вы не открывали?» «Не буду пока». «И я не буду пока. Я не знаю, что будет через месяц, через год. Я не знаю, захочу ли вернуться однажды, но сегодня я здесь с вами, с Жаном, с мадам Бертран, и этого достаточно». «Вера, «Да, вы организуете чужое счастье, это ваша профессия. да, Организуйте, наконец-то, свое». это не так просто». «Нет, но попробуйте». «Ладно», — сказала я. «Ладно, Лоран, попробую». Я организовала 312 свадеб чужих. Все прошло гладко, все были красивые, все были не мои. И я устала, так устала, что заснула на книге и попала в чужую жизнь, в вашу. И странно, впервые за 7 лет я не устаю, потому что это не работа, это моя жизнь. Маленькая, с луком, но моя. И вы счастливы? Нет, я пока живая. Счастье потом, пока я живая. Он подошел близко, как вчера в амбаре, взял мою руку, сжал, и я сжала в ответ. И мы стояли во дворе рука в руке, и солнце светило, и дым шел из трубы, и Жан слушал, как мадам Бертран ругается на кошку, и мир был не идеальный, не книжный, мир был настоящий. И это было самое лучшее. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!